Лес жил своей обычной, безразличной к чужому горю жизнью. Вековые сосны шумели высоко вверху, пропуская сквозь густые кроны лишь редкие тусклые лучи солнца. Под ногами хрустели сухие ветки, пахло сырой землей, прелой листвой и грибами. Для случайного путника это место могло показаться живописным уединением, но для нее этот лес стал огромной, глухой тюрьмой, где время тянулось бесконечно. Она лежала, свернувшись в крошечный дрожащий клубок, прямо на влажном мху между корней старого дуба. Ее шерсть, когда-то, возможно, чистая и мягкая, теперь превратилась в грязные, свалявшиеся клочья, покрытые репейником. Она была настолько истощена, что каждое ребро отчетливо проступало сквозь тонкую кожу. Но страшнее голода была темнота. Мир вокруг нее сузился до нечетких, пугающих теней и звуков. Она почти ничего не видела, лишь едва различимые контуры, размытые силуэты деревьев, колышущиеся на ветру. Она была слепа. Ее бросили здесь. Предали те, кого она, вопреки всему, любила своим чистым собачьим сердцем. Сначала была долгая поездка в машине, затем грубый толчок в спину, окрик и удаляющийся шум мотора. Она пыталась бежать следом, но споткнулась, сильно повредив заднюю лапу. Боль пронзила все тело, и мир окончательно погрузился во тьму. С тех пор она не уходила далеко от этого места. Она не лаяла, не выла и не звала на помощь. В ее глазах застыло выражение глубокой, взрослой покорности судьбе. Она просто ждала конца. Казалось, ее измученная душа уже приготовилась покинуть это слабое тело. Каждый шорох пугал ее. Хруст ветки заставлял сильнее прижиматься к земле. Она привыкла, что от двуногих существ не стоит ждать ничего, кроме боли. Время потеряло счет. Дни сменялись ночами, холод сменялся сыростью, а голод стал постоянным, выжигающим изнутри спутником. В тот день человек появился внезапно. Его шаги не были похожи на те, что она слышала раньше. Они были мягкими, неторопливыми. Собака сжалась, пытаясь буквально врасти в землю, стать невидимой. Она прижала уши и замерла, ожидая удара или крика. Но вместо этого раздался голос. Он был тихим, ласковым и удивительно теплым. «Эй, малышка, посмотри на тебя, посмотри на себя, милая. Привет, родная», — тихо произнес человек. Собака не шелохнулась. Она не верила звукам. Люди умели обманывать. Но затем до ее чуткого носа донесся невероятный, сводящий с ума запах. Запах настоящей еды. Человек опустился на колени прямо в грязь, протягивая вперед ладонь с угощением. Он не делал резких движений. Он просто сидел и ждал, надеясь, что эта израненная душа поверит ему хотя бы на секунду. Борьба внутри маленького существа была жестокой. Страх сковывал мышцы, нашептывая, что приближаться опасно. Но голод и какая-то первобытная отчаянная жажда тепла оказались сильнее. Она медленно, сантиметр за сантиметром, начала вытягивать нос навстречу запаху. Каждое движение давалось с трудом, поврежденная лапа отзывалась тупой болью. «Все хорошо, маленькая, давай», — шептал человек, не убирая руки. Когда ее холодный сухой нос наконец коснулся теплой человеческой ладони, что-то изменилось. Она осторожно взяла еду. В этот момент спаситель смог рассмотреть ее ближе. Ужасающая худоба, воспаленные почти невидящие глаза и поджатая травмированная лапа. Человек понял, если оставить ее здесь еще хоть на одну ночь, спасать будет некого. В его сердце зажглась твердая решимость. Он аккуратно взял ее на руки. Она была легкой, как пушинка, и даже не пыталась сопротивляться. Силы покинули ее. Именно тогда, прижимая к себе этот дрожащий комок, человек дал молчаливое обещание. Она больше никогда, ни на один миг своей жизни
не останется одна. Дорога в машине прошла в полном молчании. Собака лежала на сиденье, свернувшись в калачик, и не двигалась. Она не знала, куда ее везут, но тепло, исходившее от печки, убаюкивало. Человек то и дело поглядывал на нее, и его сердце сжималось от тревоги. Доживет ли она до утра? Она казалась слишком хрупкой, слишком надломленной. Первым делом они отправились к ветеринару. Осмотр подтвердил самые худшие опасения: сильное истощение, запущенная инфекция, старая травма лапы и почти полная слепота. Собака могла различать лишь неясные тени. Врач покачал головой, но назначил курс антибиотиков и специальную диету, чтобы вернуть ее тело к жизни. В ту же ночь человек дал ей имя — Хейло. Она была настолько тонкой, бледной и беззащитной, словно маленький ангел, который случайно оказался на земле и теперь готовился вернуться обратно на небеса. Но человек не хотел отпускать этого ангела. Он верил, что где-то глубоко внутри Хейла теплится искра жизни, готовая разгореться в настоящий костер. Первые недели дома были самыми тяжелыми. Это было время тихой, изнурительной борьбы. Человек практически не спал ночами. Он то и дело подходил к лежанке Хейла, прислушиваясь к ее слабому, прерывистому дыханию, боясь, что в какой-то момент оно прекратится. Он кормил ее по часам, буквально с рук, обрабатывал раны и тихо разговаривал с ней, заполняя окружающую ее темноту своим голосом. И Хейла начала удивлять. С каждым новым рассветом она делала маленький шаг вперед. Сначала она начала увереннее поднимать голову при звуках шагов. Затем ее аппетит стал возвращаться, и она съедала все до последней крошки. Однажды утром, когда солнце только коснулось штор в комнате, Хейла сладко потянулась, впервые за все время. Это была маленькая победа. Она не собиралась сдаваться, и человек, видя это, отдавал ей все свои силы. Постепенно физические раны начали затягиваться, но гораздо более удивительным было исцеление ее духа. Хейла начала понимать, что руки, которые ее касаются, приносят только тепло, ласку и сытость. Всякий раз, когда человек входил в комнату, она замирала, прислушиваясь, ловя направление звука, а затем ее куцый хвост начинал не смело, но радостно вилять еще до того, как человек успевал к ней прикоснуться. Для собаки, которая знала от людей только жестокость, открытие любви стало настоящим потрясением. Наблюдать за тем, как Хейла учится доверять, было подобно чуду. Словно нежный цветок медленно раскрывал свои лепестки после самой суровой и долгой зимы. Слепота Хейла больше не была для нее приговором. Она научилась компенсировать отсутствие зрения своим невероятным слухом и острым нюхом. Но главным ее ориентиром стал голос Спасителя. Он вел ее за собой шаг за шагом. «Сюда, Хейла». «Хорошо, молодец». Эти слова стали для нее надежным маяком в мире теней. Она полностью доверилась своему человеку, зная, что он никогда не даст ей упасть или удариться. Видеть, как с каждым днем в ней крепнет уверенность, было лучшей наградой для ее спасителя. Вскоре Хейла окончательно забыла о том, что значит просто выживать. Она начала по-настоящему радоваться жизни. Оказалось, что у этой бывшей лесной отшельницы потрясающий добрый нрав. Она искренне полюбила внуков своего спасителя, позволяя им аккуратно гладить себя и преданно утыкаясь носом в их ладошки. Ее любимым местом в доме стал мягкий диван, где она могла часами спать, свернувшись под теплым пледом. А еще она обожала поездки на машине. Легкий ветерок из окна приятно обдувал ее морду, а в конце пути ее всегда ждало невероятное лакомство — шарик сливочного мороженого. Но одна старая привычка все же осталась с ней, как напоминание о прошлом. Время от времени Хейла получала вкусное мясное угощение или косточку.
Вместо того, чтобы съесть все сразу, она брала кусочек, осторожно несла его к своей лежанке и с особой тщательностью прятала в складках одеяла. Это была тихая, трогательная до слез привычка той маленькой собаки из леса, которая когда-то засыпала в страхе, что завтрашний день не принесет ей ни единой крошки еды. Когда Хейла полностью окрепла и превратилась из умирающего скелета в красивую, ухоженную собаку с удивительно мудрыми глазами, пришло время двигаться дальше. Она переехала в специализированный центр спасения животных, чтобы дождаться свою постоянную, любящую семью. В приюте Хейла мгновенно стала всеобщей любимицей. Ее невозможно было не полюбить за ее невероятно кроткий, нежный и спокойный характер. Несмотря на свою слепоту, Хейла проявила удивительный ум. За считанные дни она до мельчайших деталей изучила планировку всего здания. Она безошибочно находила дорогу к своей лежанке, к миске с водой и к выходу на площадку для выгула. Незнакомых людей, приходивших в центр, она встречала без страха и агрессии, с тихим, благородным достоинством и спокойной уверенностью. Ее первый спаситель часто навещал ее, и, глядя на то, как она играет, часто представлял ее будущее. Он видел Хейла в уютном тихом доме с просторным огороженным зеленым двором, где она могла бы безопасно гулять на свежем воздухе. Возможно, там будет еще одна дружелюбная собака, которая станет для нее верным компаньоном. И, конечно же, там должен быть терпеливый, чуткий человек, способный разглядеть и оценить то невероятное, огромное и любящее сердце, которое скрывалось за ее покрытым старыми шрамами телом. Люди часто говорили человеку: «Ты совершил такой благородный поступок, ты спас Хейла». Но сам он лишь тепло улыбался в ответ, качая головой. Он знал одну простую истину. На самом деле это Хейла спасла его. Она исцелила ту часть его души, которая, возможно, зачерствела от повседневных забот и суеты. Хейла стала для него живым уроком истинной благодарности. Эта собака доказала, что счастье и признательность не зависят от идеальной жизни, здоровья или отсутствия шрамов. Настоящая благодарность рождается тогда, когда ты снова обретаешь любовь после того, как окончательно поверил, что в этом мире ты больше никому не нужен. Каждое радостное виляние ее хвоста, каждый мирный безмятежный сон на мягком диване и каждый ее робкий нежный поцелуй в щеку были для человека напоминанием. Напоминанием о том, что надежда — это удивительная сила. Она способна выжить даже в самом глухом, холодном и темном лесу. И иногда те израненные души, которые мы, как нам кажется, спасаем из темноты, оборачиваются ангелами, пришедшими в нашу жизнь, чтобы исцелить нас самих.